Всем привет! Хорошего всем дня! Сегодня я хотела поделиться своими впечатлениями о транспорте на Филиппинах и также небольшое сравнение про транспорт в Беларуси, каким транспортом я пользовалась в Минске, пока все это время я жила в красивом городе Минске. И сейчас я уже 2 месяца нахожусь на Филиппинах и могу поделиться тоже местным транспортом, который используется здесь, на Филиппинах, и своими впечатлениями. Они очень прекрасные будут. Первое, что я хочу поговорить о транспорте, которым я пользовалась в Беларуси. Это очень тоже такой разновидный транспорт, очень комфортный, самый, могу сказать, первый топ для меня был это транспорт метро. Это вообще очень удобно, через каждые 7 минут всегда есть метро, приезжает, и ты можешь отправиться в любую точку, куда тебе нужно. Это очень экономит время, и ты можешь очень быстро добраться. Если какой-то будний день и время, например, какое обеденное, до 3 часов, ты можешь спокойно, вообще немного людей в метро, спокойно можешь пересесть с одной ветки, например, на другую ветку. И Минск вообще не совсем большой город, и тебе тоже удобно на метро добираться. Это вообще самое комфортное для меня, это было метро. Я на работу постоянно ездила на метро, потому что мне нравится. Это очень быстро. 20 минут, я уже дома, я уже знаю, что я уже буду через 20 минут дома. Если поговорить про транспорт такой, как автобус, то он всегда более медленно едет, у него есть расписание. Также он не то что медленно, он получается из-за того, что есть расписание, он подстраивается под это время, и он не может, например, быстрее ехать, даже если есть возможность. Он будет медленно ехать и останавливаться на каждых остановках в определенное время, потому что у него есть расписание. Если он раньше приехал, он чуть-чуть даже будет задержаться и будет более медленно ехать. И есть также маршрутка. Маршрутка это вообще тоже очень удобно. Маршрутка удобна тем, что бывают такие моменты, что тебе нужно добраться в другой конец города, и даже больше, например, она может ехать даже дальше МКАДа, за пределы города, и тебе не нужно, например, пересаживаться. Ты просто сел и доехал до определенной точки. Не так, как, например, на метро нужно еще, если что, пересаживаться, либо далеко еще идти, то на маршрутке ты сел и доехал до определенной точки, куда тебе нужно. И тоже маршрутка достаточно очень быстро идет, и идет в основном через город, если куда-то нужно. Очень комфортно. Тоже, кстати, и все транспорты идут по расписанию, строго по расписанию. Неважно там какое количество людей будет в маршрутке, 1 либо 10 человек, то всегда будет идти по расписанию. Еще есть трамвай. Про трамвай так же, как и автобус, и троллейбус, тоже идет по расписанию, не быстро, только что трамвай, он по рельсам идет, а автобус и троллейбус по дороге. Вот. И, конечно, на трамвае я вообще не люблю ездить, потому что он начинает разгоняться по рельсам, потом резко затормаживается, и ты такой отходишь назад, потом вот так вот шатаешься просто в этом трамвае. Вот. Самый мой топ это было метро. Круто, конечно, когда, например, автобус, когда ты очень устал, ты можешь посидеть и такой расслабиться, никуда не спешишь. Тоже очень удобно. Я раньше тоже ездила на автобусе на работу, когда это моя первая работа была. Вот. А потом я ездила уже постоянно на метро, когда сменила работу, сферу деятельности. А еще я хотела сказать Что вообще я хотела рассказать? Еще по Беларуси
очень удобно использовать транспорт такой, как поезд, потому что есть скоростной поезд, например, это вообще супер удобно. Если поговорить про новый поезд, то, конечно, это скоростной поезд, они все новые будут, в основном все новые. Я очень часто ездила, когда в Гомель, к своей сестре в гости, то на поезде очень комфортные условия на скоростном. Первое, это удобные сиденья, есть телевизор, есть Wi-Fi, тоже, например, уборная в комфортных условиях, все чисто, опрятно, то есть это очень большой плюс, когда есть скоростной поезд. И что я хочу сказать вообще, находясь здесь, первое, это то, что мне бросилось, когда мы ехали на маршрутке и на автобусе. Вот, есть такая, когда мы ехали на маршрутке, то здесь, например, маршрутка, она может задерживаться из-за того, что, например, трафик, это значит пробки большие на дорогах образовались, и поэтому она может задерживаться, и здесь как бы, ну, нормально, все равно потом не спешат, едут, как бы, если задержалась, ничего страшного, все люди спокойно ждут тоже. И здесь получается не по времени, а по количеству людей. Здесь может маршрутка подождать определенное количество людей, как уже, ну, я думаю, уже постоянно примерно знают определенное количество, например, в определенное время, сколько должно быть количество людей. Здесь маршрутки в основном используются, если куда-то нужно доехать до торгового центра, и они курсируют. И вне зависимости тоже жарко, если на улице, то маршрутка будет стоять, пока не наберется немного людей, и тогда может уже отправляться в путь. Вот. Потому что нет такого определенного расписания, что вот в это время должна быть маршрутка. Вот, они ездят через каждые, там, наверное, 20 минут, 15 минут, вот, потому что бывает в одно время очень много, а бывает редко уже. А еще есть автобусы. Автобусы здесь, кстати, бывает даже с Wi-Fi, бесплатным Wi-Fi. Это очень круто, потому что в Беларуси нету автобуса с бесплатным Wi-Fi. Ну, по крайней мере, сколько я пользовалась, никогда не было в автобусе, что бесплатный Wi-Fi. Это такого нету. Здесь, пожалуйста, бесплатный Wi-Fi в автобусе есть. Не во всех, конечно, но есть. Кстати, про джипни. Здесь есть транспорт джипни. Он с открытыми окнами. И может играть громкая музыка при этом. Ты можешь сидеть возле водителя также, ты можешь сидеть на переходе. И также может быть Wi-Fi. Вот нам повезло, в прошлый раз мы ездили на джипне, был Wi-Fi, был YouTube включен, играла громкая музыка, было веселое настроение, водитель по дороге пел песни. И такого в Беларуси нету, поэтому очень весело, транспорт весело, поешь песни, сидишь, наслаждаешься. Еще, что еще меня удивило, то, что я хотела сказать, что здесь, например, джипни, они будут все разные. Не встретишь такого, что джипни будут одинаковые. Все джипни будут со своим стилем. Вообще одного стиля вы не найдете. Все будут совсем разные, по-разному украшены. Это очень интересно посмотреть. Все вообще разные, просто разные джипни. У меня есть фото, я приложу, покажу. В прошлый раз я просто не смогла пройти мимо и не сфотографироваться. Просто мне захотелось сфотографироваться с джипни. Очень классная, красивая машина, был Wi-Fi, такой комфорт. Кстати, такие ступеньки тоже на подъеме были, надо было залезть в машину.
Я потом залезла, а когда выходила с этой машины, когда вот сидишь возле водителя, и надо было выходить с машины, и я просто не знала, как мне выйти. Я просто спрыгнула. В общем, пока еще научишься, как правильно нужно заходить, садиться в эту машину. Джимни. С маршрутками окей, я уже понимаю, автобус тоже. Вот. Кстати, в автобусах кондиционеры, в маршрутках тоже есть кондиционеры. Это вообще прекрасно, просто прекрасно. Вот. Еще здесь, так как Филиппины остров, здесь самолеты есть и паромы. Да, вот можно с острова на остров добраться либо же на пароме, можно либо самолетом. Конечно, самолетом это прекрасно, потому что экономия времени, но чуть дороже паром. Ну, смотря какие еще плюсы. Паром долго по времени. Ну, например, когда мы плыли, почему вообще плыли с котом на пароме, потому что на самолет его бы не взяли. Его не взяли, мы не смогли бы его там навестить во время полета и не знали, как у него там обстоят дела, он бы... Либо же не взяли бы на борт. Там очень сложные такие моменты были, и сложно было именно такой момент при переезде, это сложно было определиться, потому что это все дистанционно решалось, и мы решили на пароме. Это тоже очень комфортно и удобно, многие люди здесь перемещаются на пароме. И собак с собой берут, и котиков я видела. Я в прошлый раз удивилась, что на пароме, когда мы плыли, мужчина вместе со своей собакой, он просто не отходил от собаки, он покушал и бегом к этой собаке, и просто постоянно там сидел. А там жара была, именно в открытом месте, где животные расположены, жара, а он все равно там сидел постоянно со своей собакой. Он сказал, что он не хочет отпустить эту собаку одну, потому что она будет грустить. Это так мило. Честно, очень редко так встречаешь людей, которые очень-очень любят животных. И приятно слушать, когда люди заботятся о животных. Еще есть лодки. На лодке я пока еще ни разу не плавала. И это очень интересный момент. Я думаю, в будущем я смогу попробовать такой транспорт, как лодка, только не на большое расстояние. Чисто попробовать посидеть, недалеко отплыть и обратно вернуться на берег. Здесь есть такой транспорт, как трайсикл. Чем он вообще отличается? Это мотоцикл с кабинкой.